Плюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня я расскажу вам, как пацана опустили по беспределу в хате. И что с этими людьми потом было, и вот, собственно, с этим самим человеком. Для тех, кто впервые на моем канале, я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь. Здесь я рассказываю свой опыт, чтобы люди не совершали моих ошибок. Также хочу смотивировать кого-нибудь изменить свою жизнь в лучшую сторону, как это сделал я. Видео не несет никакой пропаганды, агитации, я за свободную, спокойную, мирную жизнь. Погнали. Итак, все, что я рассказываю здесь, я видел сам в свою бытность, когда отбывал наказание, либо где-то это рядом происходило, чуть ли не на соседней шконке. Вот. Ситуация, о которой сегодня пойдет речь, произошла в 2005 году на Рязанском СИЗО. Вот там опустили человека по беспределу. Перед просмотром, перед рассказом прошу вас поставить палец вверх, подписаться на канал. Мы начинаем. В общем и вообще, я поднялся с малолетки. То есть мне исполнилось 18 лет, я сидел в СИЗО, в крыле, где там малолетки сидят, несовершеннолетние. Смотрите, если кто не в курсе, плейлист «Гопник аудиокнига», там я все по порядку рассказываю. В общем, мне исполнилось 18, меня перевели во взрослую камеру, в камеру 2.1. Ну, то есть 21, камера 21 очко, 21 камера, но арестанты почему-то называют камеру вот так, допустим, 13-я 1.3, 50-я 5.0. Вот я сидел в 21 камере, там 2.1 она называлась, квартира 2.1, хата 2.1. Да, такие вот жаргонные слова. Хата. Что еще там? Ну, хата, да, квартира называют как-то еще, я хрен знает. Итак, происходило то, что вот эта вот ситуация в камере 1.3, 13. Она была угловая, то есть к ней практически не было доступа, то есть связаться нельзя было. Если кто не знает, есть межкамерная связь по всей тюрьме. То есть все камеры между собой связаны веревками. Вот. И из одной камеры можно написать в другую, там прям вот из одного конца тюрьмы в другую написать. Вот. Если кто-то хочет, чтобы я рассказал об этом, напишите в комментариях обязательно вот, по этому поводу. Я расскажу, сделаю видео. Итак, а к этой камере не было доступа, но у нее неудобное расположение. И что же случилось дальше? В общем, там был ремонт в этой камере, ее всю опустошили, разогнали зэков по другим камерам. Вот. А когда сделали ремонт, туда посадили людей, которые вообще ничего не понимают, короче, и не знают о криминальной жизни и о тюрьме в целом. Кроме как сериалы по НТВ они посмотрели в свое время. В общем, посадили туда там пару человек, которых вот только с воли закрыли, и им, никто не знает, как, типа, там, из них жить. В тюрьме там, они как бы понимают, наверное, что там, типа, есть какие-то понятия, наверное, да, и они, скорее всего, такие стоят, типа, что вдвоем такие в хате, типа, как здесь жить-то будем? Не знаю, я не петух, а ты? Я тоже вроде, тогда будем жить мужиками? Давай, а кто-то, если заедет, мы, типа, станем блатными тогда уже, да? Типа того, да. И, короче, приблизительно, я думаю, вот так вот это было. Короче. Набилось их там таких человек 5, которые вообще не алло, не бум-бум, то есть, вот только их со свободы закрыли, они не имеют никакого представления о том, как им жить там. Вот. И потом, спустя месяц или два, произошло вот следующее. То есть, человека, который что-то взял без спроса, типа вот за крысятничество, взяли и наказали таким образом люди, которые вот там самые первые изначально там появились. То есть, и прям вот так жестко взяли под заточку. Заточку ему подставили. Не знаю, возможно, из зубной щетки ее сделали. Так же, как и все остальное, там, все, что они видели по телеку. Просто реально, да, там такие люди. Просто я потом с одним из них встречался. Пересекались мы. Вот. Они вообще ничего не понимали, где они находятся. Итак, в общем, они взяли и опустили его. Опустили его, получается, по беспределу. Так делать нельзя. Вот, по внегласным законам, там, мест лишения свободы, в общем, люди этого не делают. Вот. Можно там избить, там, чуть ли не до полусмерти, получить жестко человека, но опускать нельзя. Вот. Ребят, кстати, не забываем подписываться на соцсети, ВК, Инстаграм, кстати, ТикТок у меня есть прикольный.
Вот, все в описании. На мой второй лайв-канал, там сейчас выйдет тоже прикольная поездочка. Вот. И еще третий канал у меня, он для реакций, там проходят стримы, там, ну, игры в GTA, там, прохождение, также там будут всякие реакции на криминальную Россию, обзоры на всякие интервью там с маньяками и так далее. В общем, залетайте, все как всегда в описании. Итак. В общем и вообще, есть человек, который отвечает типа за положение дел в тюрьме. Вот. Из этой касты. Его доля вины, конечно, в этом тоже есть, потому что он оставил как-то без внимания камеру. Одну там или несколько, куда не было связи. То есть он не доглядел в этом плане. Вообще он имеет возможность передвигаться по тюрьме. Его менты сами водят, чтобы он ходил такой, типа, что, мужики, у вас нормально все? Да, нормально, там, туда-сюда, как бы, ну, без проблем. И для того, чтобы лишний раз можно было даже кого-то наказать, менты приведут, да. Ну, раньше могли, по крайней мере, привести. Вот. Он не доглядел за этим. Естественно, когда это все вскрылось, он туда пришел, взял с собой несколько спортсменов, он сам был не маленький, малый. Вот. То есть всех там ушатали. Не знаю, там, насколько сильно. Короче, после этого ходило по всей тюрьме обращение, большая бумага такая, которая из камеры в камеру передавалась посредством вот этой межкамерной связи. Вот. И, короче, в нем было написано, что вот такие-то, такие-то сделали то-то, то-то, что не есть по законам типа того места, где мы находимся, хорошо. С них было получено, они были, короче, забиты в пол, вот, и так далее, и тому подобное. Как я встречался потом с одним человеком, который там находился. В общем, арестантов, зэков вывозят на какие-то следственные действия. И, соответственно, когда везут какого-нибудь человека, то есть, ну, там возят пачками, с разных камер набирают, допустим, у нас в одном районе там преступление совершено, вот, и дальше мы едем в отделение, то есть с разных камер, в одном автозейке. В общем, там был человек, и я с ним разговаривал. Я говорю, как так случилось, как чего? Он такой, да я не знаю, вот я типа там тоже попал под раздачу. Хотя он ничего не делал. Но, как говорится, с молчаливого согласия происходят все самые жесткие преступления в том числе. Вот, то есть, да, вот по тем законам за забором, которые, если ты бездействовал, в том числе и молчал, то есть тебя будут спрашивать точно так же, как с тех людей, которые совершали тот самый беспредел, который карается. Вот. В общем, такая фигня там получили все. И теперь, наверное, самый интересный вопрос, да? Что же стало с этим человеком? И как вы думаете, что? Ну, все, в петушатнике он что? Как бы это ни прискорбно было. Вот некоторые меня тоже спрашивают, типа, а вот если там человека менты там дубинкой, да, опустили, либо вот такая вот ситуация произошла, ребят, это, конечно, все печально, прискорбно, знаете, но там мир устроен так, что если человека опустили, его уже не поднять никак. Ну, бывали случаи, сейчас они стали появляться, знаете, с приходом Лаве в тюрьме, когда тюрьма стала коммерческим предприятием, каждая, причем тюрьма, об этом тоже как-то расскажу, коммерция в тюрьме, кооператив тюрьма сейчас уже называется, наверное, все это. Вот, это все стало решаться реально. Раньше, как бы в те времена, это нельзя было решить. То есть тогда было более жестко в плане вот таких вот моментов и вообще понятий вот этих. Кстати, вот скажите, как вы считаете, нужны ли эти понятия или нет? Нужны ли те, кто будут объяснять людям, которые впервые попали, что не надо здесь пыжить и играть в тюрьму, как бы, и не беспредельничать. Либо наоборот, вообще эти люди не нужны, а нужен жесткий контроль со стороны сотрудников администрации, чтобы у людей даже не было никаких мыслей что-то совершить подобное, потому как все равно наказание вот такое вот в виде опустить человека, там, унизить сексуально, в общем, все равно это идет вот как раз-таки из тех старых вот тюремных законов. Я вот, честно говоря, не знаю, эту золотую середину, ее, наверное, никак не найти. Вот, в общем, с такими людьми, как ни крути, в общем, ничего не сделать, да. И опять же, я знаю, что люди некоторые пишут, вот, что за фигня, если человека вот так вот опустили по беспределу.
либо менты уж, тем более менты, да, это вообще обидная фигня, либо уж менты там опустили, они могут так, получается, всех опускать, вот, но нет, всех они не могут так опускать, потому что, ну, рано или поздно все кто-то там повесится неоднократно, либо они как-то, люди там начнут кипишовать, сбунтуются, вот, и будет беда. И некоторые пишут, типа, вот, двойные стандарты, опять-таки, типа, засунуть себе в задницу какой-то груз там, да, запрещенный. Если вы не знаете, да, есть такая канитель, то есть, как бы, зэки, некоторые себе засовывают что-то в воровской карман, да, если вы слышали такую канитель, вот, и что-то возят, типа, запрещенное, единственное место, типа, куда там ты не спрятал, ну, там не заглянуть, тебе не залез, хотя сейчас заглядывают туда, сейчас есть всякие приспособления, рентгены и так далее, в общем, если что-то менты видят, они клизму делают, серьезно, как хотите, расскажу про это тоже, вот, и, в общем, вот, типа, зэки в задницу, там, вы себе пихаете, что хотите, а как вот человека опустили дубинкой, короче, все. Я скажу вам честно, вот как на духу, не знаю, я себе в задницу ничего не засовывал и не собирался никогда, и не собираюсь. То есть, ну, для меня это пофигу, что мне там они говорят, эти арестанты старые, типа, да ладно, это для нас, типа, приемлемо и так далее. Серьезно, не. Для меня всегда был зашквар. Вот. И к вопросу возвращаясь, да, почему так? Почему вот это приемлемо, да, какие-то там, не знаю, там, например, там, ну, не знаю, телефон. Некоторые умудряются телефон в задницу засунуть себе, чтобы провести его куда-нибудь. Типа это телефон, представляете, реально, вот я же сижу с тех времен, когда телефоны там были, ну, не такие, конечно, а, ну, Nokia 3310 засовывал один крендель себе, вот. Типа... Вот ситуация с ментами, типа, да, он сразу в петушатник едет. Что я могу сказать, ребята? Дело в том, что справедливости нет, ее там нет. Ее здесь-то нет, то есть на свободе в мирной жизни. Почему вы постоянно пытаетесь какую-то справедливость найти? И смотрите меньше сериалов «Бригада», какие там еще есть про вот это вот, которые романтизируют реально образ какого-то преступника, что преступники все такие правильные, реальные, четкие пацаны, да ни хрена. Посмотрите, кто сидит, посмотрите, вот у кого есть какое-то преступление, которое обозревали в медиа. То есть вы посмотрите, какие преступления люди совершают. Там большинство сидит за это. Вот какие-то, ну, такие, блин. Как часто вы видите по телевизору, что показывают там, типа, ребята там разобрались по-пацански, развели по совести, там что-то. Ну, вот то, что вы видите в «Бригаде», там, например, той же, да, или «Бандитском Петербурге», какой-то там даже, там, не знаю, самосуд, к примеру, да. Как часто вы видите такое по телевизору, да, что что-то произошло такое? Да практически никогда. Потому что в основном люди сидят те, которые занимаются всякой жестью, и которые практически конченые все. Где-то 80% там сидит людей, которые, ну, да, кончиты. Там очень мало людей нормальных. И, ну, большинству, как я уже говорил, там и место. Вот. Пока они не захотят исправиться, как вот, ну, я в свое время захотел. И никто ему это не вобьет в голову. То есть пока ты сам не захочешь. Ладно, что-то меня уже понесло, какая-то философия пошла. В общем, к чему я это все говорю? Чтобы у вас не было никаких там фантазий, там, да, каких-то там, не знаю, придуманных образов вот этих самых людей, которые там все за слова отвечают, там это у них там все четко, по понятиям там каким-то. Да какие нахрен? Каждый живет там, как ему удобно, вот и все. Там все прогнило. Были раньше нормальные люди, реально были, но я их застал, кстати, вот в те времена, когда я отбывал первый срок, вообще чуть-чуть. Они уже были в Красной книге тогда. А сейчас вообще никого не осталось. Поэтому, что хотел сказать-то, блин, поэтому, в общем, нет там никакой справедливости.
И это еще раз говорит о том, что там делать нефига. Вот. Зачем я тогда столько раз отсидел? Ну, молодой был, дурак. Вот. Сейчас жалею об этом. Надеюсь, объяснил вам, да, это ролик о том, насколько вообще тюрьма опасное и плохое место. Очередной ролик об этом. Я вам желаю никогда туда не попасть, прожить спокойную жизнь на свободе. Цените то, что имеете, дорожите этим. Всем желаю вам здоровья. Ну и все, в принципе, ребят. Также прошу вас в очередной раз подписаться на все соцсети. ВК, Инстаграм, коммент, лайк, подписка. Все дела. Ну и в принципе все. А какие интересуют вас темы, обязательно пишите в комментариях. Я почитаю и сделаю по этому поводу ролик. Всех обнял. Увидимся.